Приветствую вас, ребятки. Сегодня на столе у нас находится автоматический редукционный клапан, стоящий на линии сжатого воздуха. Редуцирует он с 25 кг на 7. Я даже чертежик раздобыл этого устройства. Вот такой вот убогий. Я по нему работал, и вы попробуйте на нем что-нибудь найти. Причина, по которой мы будем его разбирать, простая. Он завис и перестал регулировать давление на выходе, в результате чего сработали предохранительные клапаны. В общем, вещь неприятная, стравила полбаллона пускового воздуха. Перед тем, как разбирать, необходимо ослабить пружину и, естественно, необходимо заполнить положение, на котором она находилась. Именно поэтому я посчитал количество оборотов и опять законтрагаял наш настроечный винт. Число оборотов 3, которых хватило для того, чтобы пружина полностью была ослаблена. Пока я буду откручивать верхнюю крышку, я вам расскажу причину предполагаемую, но она в итоге оказалась верной. Это водомасляная эмульсия, окалина, какая-то пыль, стружка, неважно, что может быть в трубопроводе, попадает на чувствительный элемент, то есть там золотничок, до которого мы доберемся, и он просто перестает плавно ходить в направляющей втулке, что и приводит к тому, что клапан заедает в одном положении и регулирование не происходит. Вот мы добрались уже до мембраны. Мембрану тоже будем менять, все детали будем ставить новые. По той простой причине, что запчастей у меня огромное количество, а наш доблестный крейсер пойдет на переплавку на металлолом, да, примерно через месяц, поэтому расход будет нереальный. Верхнюю часть мы уже сняли, головную, та часть, которая отвечает за выставление уставки. Теперь идем к автоматической части нашего регулирующего клапана. Средняя часть, которую я зажимаю в тиски, это и есть чувствительный элемент, который я сейчас буду выкручивать. Ни хрена себе. Но зажат, конечно, жестко. Собирать так его, конечно, не стоит. Наконец-то отдал. Быстренько выкручиваем. Это направляющая втулка. Втулка, в которой находится наш золотничок. Пальцами он не двигается, хотя должен плавно ходить. Вот и вся причина. Все. Именно в этом чувствительном элементе и есть причина дисфункций нашего клапанчука. Будем разбирать, будем менять. Далее вытаскиваем, там есть пружинка подпорная и медная прокладочка. Далее я буду выкручивать пробку, боковую заглушка. Зачем? Да, просто для того, чтобы все это тщательно промыть, продуть, чтобы избежать заклинивания в первые часы работы. Тефлон, прокладочка в принципе бессмертная, но если есть запасная, будем менять. Вообще, запчасти все проверяются и меняются по состоянию, но я буду менять огромное количество железа просто потому, что у меня его много. Скидываем донышко. Здесь мы видим активный запирающий элемент, тот самый, который пропускает воздух с направляющей. Пневмопоршень, я его позже разберу. Отдельные его детали, он состоит из 3 деталей. Это втулка, поршень и бронзовое кольцо. Далее корпус пустой, чугунный, смотреть там нечего. Запирающий элемент вытаскиваем. Подпирается он пружинкой. Здесь, естественно, все в масле, никто никогда не дренировал отсюда это дело, хотя снизу есть специальная дренажная пробка. Вот он, этот маленький виновник, из-за которого мы перебираем клапанчук сейчас. Я не включаю в ролик режим замывки, это расточительно просто тратить мое и ваше время. Поэтому мы сразу приступаем к сборке. Начинаем снизу, с самого конца. Вставляем наш запирающий элемент, я его не перебирал. Единственное, что у меня нету, так это нового резинового седла, поэтому я не разбирал. Хотя вообще он разбирается.
Далее будем собирать тот самый пневматический поршень, о котором я говорил и, к сожалению, не записал процесс разборки, но ничем интересным он не отличается. Трудно разбирался, потому что было огромное количество грязи, окалины, масла. Бронзовое колечко, вот такое, с ним аккуратно, потому что оно легко гнется, легко ломается и не всегда имеется в запасе. Поршень вставляем во втулочку, в направляющую гильзу. Гильза она называется. Заправляем. И, убедившись в плавности хода, ходит плавно действительно, устанавливаем в корпус. Все легко должно садиться. Если есть какие-то задиры, необходимо все зачистить при помощи надфиля, наждачной бумаги или что у вас там есть. Набор инструментов везде разный. Тефлоновая прокладочка, я ставлю старую, потому что толщина позволяет установить ее еще раз. Я решил сначала среднюю часть корпуса зафиксировать к нижней, к основной, чтобы мне было проще вкручивать направляющую втулку нашего измерительного элемента, того самого, который у нас завис. Я думаю, так будет проще, нежели собирать их отдельно. Pilot Valve, управляющий клапан. Старенький слева и новенький справа. Будем ставить новый. Установили, закинули. И вот новые детальки, стоп-кадр специально для этого. Смотрите, должно все плавненько быть. Ходит буквально под собственным весом, зазор хороший там. Изначально заводской установлен. Не забываем про красномедную прокладочку, которую можно либо отжечь, но я оставлю новую. У меня она есть. Вкручиваем втулку. Помните, да, как она была жестко затянута, когда вначале я разбирал? Сильно перетягивать я не буду, но и слабенько тоже не хотелось бы. Поэтому вот такими 3 движениями резкими. Новая мембрана. Написано прям на стикере отклеить защитную пленку. Ногтей у меня зараза нет, конечно. Мешают в работе, поэтому приходится поколупаться так. Желательно ничем острым по ней не шкрябать, особенно вот с краю там, где внешнее поле находится, внешним полем она садится на корпус клапана. Возможные пропуски воздуха, они же нам не нужны совершенно. Будет влиять на регулировку. Регулировочная пружинка, ее направляющие, колпачок. Вот в принципе и все. Осталось лишь вернуть регулирующий винт на 3 оборота назад и установить клапан на место и довести тонкую настройку, которая зависит от конкретной системы. Но это уже, господа, делайте сами. На этом я заканчиваю. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на новые и до новых встреч. Okay.